Это я. Иду к перрону и тащу за собой огромный чемодан. Уже завтра я буду в Индии, но обо всем по порядку. У нас было 14 дней отпуска. Мы решили провести их в Гоа. Так как это направление не самое популярное, вопросов и опасений было достаточно. Но оказалось все просто и интересно. Мы запускаем серию видео из своей поездки, чтобы поделиться с вами нашим опытом. От Шахтинска до вокзала я добрался на такси, потому что последний автобус на Караганду отправляется слишком рано. Сейчас купим воду, билеты проверим и все. Я готов. А вы как проводите время перед поездкой? Прибывает скоростной поезд номер 4 с сообщением на маршрут Алматы-Иб. Кстати, я Евгений. Люблю путешествовать и делюсь своими приключениями на канале. Привет, ребята, приключения начинаются. Все, сейчас поедем. 10 минуток наш поезд приедет. Все, мы садимся, грузимся в поезд и погнали. На вокзале обычная суета. Кто-то теряет чемоданы, кто-то родственников, а мы уже теряем терпение, потому что отсюда начинается наше индийское приключение. Вот и наш поезд. Наконец-то мы сейчас загрузимся в поезд и поедем. У нас 18 вагон. 23. Поехали. Сейчас наш подъедет. Бабенко. Провожающий есть, провожающий выходим. А где первая? Провожающий есть? Может там? Или второе какое? Провожающий выходим. Пропустите провожающих. 13-е, 14-е. Провожающий есть, Может быть провожающий там, выходим. да? Первое, второе купе, идем. 9, 10, дальше. Идем дальше. Посадка закончена, купе найдено, и вот мы уже довольны засыпаем под стук колес. В Караганде садились в вагон, мороз минус 20 и сугробы, а на утро за окном снега будто и не было. Чувствуется, что приближаемся к Алма-Ате. Стук колес. Приближаемся к Алмате. Поезд Альга разочаровал. На первый взгляд современный, красивый, чистый, а на деле тесный и неудобный. Они здесь живут. Майна. Майна. Как она Майна сюда прилетела? Привет тебе, Ты не Стеллана. спеши. Вышли в Алма-Аты, и я сразу заметил парочку майн, индийских скворцов. Для меня это не просто птицы. Когда-то в Таиланде я спас выпавших из гнезда птенцов майны. Они жили у меня, пока не окрепли. Кстати, на канале есть видео об этом. В Алматы совсем нет снега, и зима ощущается слабо. Но чем выше мы поднимались в горы, тем сказочнее становился пейзаж. Вы только посмотрите на эту красоту. Покататься по самому гладкому льду, когда вокруг горы и свежий воздух. Что может быть лучше? А вон та девушка в красном – это Люся, мой товарищ и единомышленник по авантюрам.
Медео – самый высокогорный каток в мире. Он находится на высоте 1690 метров над уровнем моря, а толщина его ледового покрытия почти 2,5 метра. Лед здесь считается одним из самых скользких. В 50-х годах выяснилось, что именно здесь конькобежцы показывают лучшие результаты. До открытия Медео мировые рекорды устанавливали только в Швейцарии и Германии, но после его открытия спортсмены начали бить рекорды уже в Алма-Аты. Более 200 мировых рекордов было установлено именно здесь. Что лед тут действительно очень скользкий, мы убедились лично. Сколько раз мы здесь упали, даже не сосчитать. И вот нам пришла идея снять рилс о перемещении из зимы в лето, как настоящим блогерам. Чтоб если падать, так хоть не зря. На улице было прохладно, поэтому мы зашли в помещение, чтобы отрепетировать правильное падение на камеру. После спуска с гор мы отправляемся в аэропорт дожидаться вылета в теплые края. Так, друзья, ну, второй день нашего путешествия подходит к завершению. Мы сегодня проделали очень интересный путь. Помимо Медео мы попали в Декатлон, купили тапочки. Попозже я покажу классные тапочки, коралки. Сейчас нам надо зарегистрироваться на рейс. И сейчас у нас вопрос: 30 тысяч ампер час Powerbank пропустят самолет или не пропустят? Сейчас пойдем узнаваем. Перед вылетом у нас возникли вопросы с перевозкой пауэрбанка. Он нужен нам для съемок, но мы не были уверены, пропустят ли его на борт. Оказалось, что перевозить можно аккумуляторы емкостью до 30 тысяч мАч, но только в ручной клади. Важно! На корпусе обязательно должна быть указана емкость, иначе могут не пропустить. К счастью, наш пауэрбанк отправился в Гоа вместе с нами. Так, Люся, ну и что там? Что тебе сказали? Опа! Сказали, все, улетай отсюда. Он спросил, хорошо я получился? Ага. Я спросила, вас что, нельзя снимать? Он говорит, по идее нельзя. Я ему показала, сказала, что хорошо. Он сказал, ну ладно. Получили корешок, полетели в наш самолет. Добрый день. Доброй ночи. О, смотрите, какие четкие самолеты вокруг. Сколько здесь красивых самолетов. Ну что, друзья, полетели? О, а вот и обед. А вы когда-нибудь замечали, что томатный сок в самолете кажется вкуснее? Оказывается, из-за сухого воздуха и сильного шума нарушается обоняние. Но зато обостряется пятый вкус, который отвечает за баланс сладкого и соленого. Из-за этого томатный сок на высоте кажется особенно вкусным. Как еда? Вот так завершился наш второй день путешествия. Казахстан остался далеко позади, а впереди новый мир – Гоа.
Что нас там ждет? Какие приключения начнутся сразу после прилета? Об этом уже в следующих выпусках. Не забывайте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Нам важно знать, нравится ли вам этот формат. До встречи в Гоа. А в следующей серии мы прокатимся по дорогам Гоа. Узнаем, что вентилятор – это тоже кондиционер. Познакомимся с индийской кухней, позагораем на пляже с коровами и даже станем свидетелями великого муравьиного переселения. Будет интересно. Подписывайся.